Вероника, как тебе суп? Вкусный? Вкусный, да? Друзья, Мираба, это значит по-турецки «Привет». Я Альбина, и я все еще блогер. И я нахожусь все еще в Мерсине, который делится на районы. Из района Арпач-Бакшиш, где я сейчас живу, приехала с двумя красавицами, Оксаной и Ольгой, в Эрдемли, чтобы посетить колоритный рынок и торговый центр Нова-Сити. Здесь я планирую поменять валюту, так как в Турции принято менять валюту не в банках, а в ювелирных магазинах. Но в банках, конечно, тоже меняют, но это редко кто делает. Курс 1 евро стоит 32 лиры. Но раз речь зашла о мирском, о деньгах, о ювелирных магазинах, хочу вас обрадовать, что турецкое золото дешевле, чем, например, российское, узбекское. А здесь я хочу вас немного огорчить. Отличается оно и качеством, не в лучшую сторону. Дело в том, что в Турции золото не добывают. Его импортируют из Германии и Америки. Ну а в Германии, как вы знаете, проба 333, ниже, чем российская, дубайская, например, или итальянская, или узбекская. Все знают, самое высококачественное золото – это пробы 3 девятки, продают их в слитках, да? Но такое золото носить невозможно, так как оно мягкое, и его разбавляют разными металлами. Так вот, разница в том, что в Турции используют металлы относительно дешевые, и от носки таких украшений может быть у некоторых появиться аллергия. И в Турции измеряют золото в каратах, не пробы, как у нас 585, 785, а в каратах. И на изделиях в основном не указана проба, а указаны караты. Я хочу отметить, что в разных городах разная мода, разные изделия продают. Например, в Стамбуле такое разнообразие, такие модные коллекции есть. А в Мерсине здесь все как-то национально, на любителя. Как вы знаете, Турция граничит с Сирией, поэтому здесь много сирийцев. И женщины любят носить здесь очень много золота сразу. Есть такое обычай, что если женщина уходит из дома, то что вот на ней она все это забирает с собой. Смотрите, какими большими пучками продают чеснок. Защита от вампиров, что ли. Вот так вот везде продают фрукты, овощи. Хоть и цены подорожали, но все равно они отличаются от цен в России, в Германии. Конечно, здесь все равно дешевле. Мясо здесь дорогое. Бытовая техника здесь дороже, чем в Германии. Телефоны, айфоны, автомобили. А мебель и одежда дешевле. Дешевле даже, чем в Узбекистане. И будьте внимательны, когда заказываете онлайн-покупки. Не рекомендую сайт для онлайн-покупок Vivens. Рекомендую Trendyol. Зашли в магазин рукоделия. Меня просили снять, сколько стоят нитки для вязания. Вот смотрите, качество трикотажных изделий в Турции на высоком уровне. Это у нас Ольга, талантливая мадам, прошу прощения, мадемуазель, и вяжет, и вкусно готовит. А какие картины у нее? Она же еще талантливый художник. Картины я покажу. Выращивают их здесь в Анамуре. Lütfen 3 tane anamur muz. Ne kadar? Kilo 30. Ahmet 3 tane de baksana. 3 tane muz. Кило 1 килограмм 30 стоит. Бананы из Анамура здесь выращивают. Я спрашиваю, мясо с ними не готовила? Да ладно. Ольга, вот вы взяли такие бананы из Анамура. Что вы с ними? С курицей готовить их, Да, жарить. с мясом, да? Здесь все так с мясом здесь и готовят, Да, да? их С так курицей. готовят, эти анамурские бананы. Не видишь, какие толстые? А на вкус они какие? О, даже. На вкус они такой нейтральный вкус. Без вкуса, да? Особо. Немножко. Ну, может, кто-то почувствует вкус. Для меня они нейтральные.
Зашли в торговый центр Новой Сити в Эрдемли. Мадам Коко – это знаменитая марка в Турции. И здесь так странно, скидку пишут не так, чтобы сразу 70, а пишут 50% плюс 20% скидка. Кстати, в Москве тоже есть такой магазин Мадам Коко. И даже помню где, в торговом центре Европейский. Специально туда зайду и сравню цены. Например, сейчас я вижу цены недешевые. Но если учитывать еще вот эти вот скидки 20 плюс 50, 70%, то вполне можно купить. Кстати, если будете покупать бытовую технику для дома в Турции, при получении товара на дом ни в коем случае не вскрывайте товар. Ждите, когда придет от этого магазина мастер для установки, он сам вскроет и установит. Если вскроете сами, гарантию не дадут. Халаты, видно, качественные, приличные, 1000 лир. Это примерно 30 евро. Если заказываете мебель, то лучше заказывать мебель в магазине, не онлайн. Так намного будет быстрее и можете договориться о скидке. Главное, торгуйтесь. Воду с крана нельзя пить. Здесь обычно заказывают кулер. И вам на дом уже привозят чистую воду. Либо ставят фильтры. И газ проведен не во всех районах в Мерсине. Также заказывайте на дом баллон газа и привозят его в течение часа. Итак, если приезжаете в Турцию, то для себя или для подарка можете купить полотенца, халаты, постельное белье. Здесь оно хорошего качества и не так дорого. Можете купить и ювелирные изделия, это вам на порядок дешевле обойдется, но качество будет уступать. А шопиться приезжайте в Стамбул, так как такие марки, как Zara, Mango, Massimo Dutti, ну и тяжелый люкс будет стоить дешевле на 1/3 часть, чем в России и Германии. Ну, так как их и шьют на фабриках Турции. А с собой, если планируете здесь проживать, берите автомобили, айфоны и бытовую технику. Она еще со скидкой сейчас. Это хорошая цена, надо посмотреть, если там родственник, какой состав. 50 на 70. Лаваш на газете. Этот лаваш называется тантуни. Мы сидим в местном заведении. Кырымзи называется. Кырмызы тантуни. Кырмызы тантуни. Интересно, почему она крымзы? Красная тантуни. Мне кажется, не хватает ему, да?
кислинка. Как у тебя впечатление? Очень вкусно. Да, Сам лаваш тоненький, похож на блинчик. Это даже, никак не ассоциируется с лавашом, больше похоже на блинчик. Чуть-чуть, правда, недосолено, и в общем, я заменила лимончиком. Очень вкусно. Там внутри мяско и зелень. И такой он достаточно остренький. Очень вкусно. Ждем маршрутку, чтобы вернуться в Арпач-Бакшиш. Стоимость проезда 17 лир. Нахожусь уже в Арпач-Бакшише. Как вкусно пахнет шашлыком. Ну как вот мимо пройти? Вот такие местные заведения, скажем так, ручной работы, напоминают мне Узбекистан. В областях тоже так вот. Накрыл пакетом и все. Вуаля, кафе готово. Не удержалась. Зашла все-таки я в это колоритное заведение. Заказала себе палочку шашлыка. Вот так вот отапливают здесь на дровах. Это заведение. Заплатила 200 лир, посмотрим, что дадут. В общем, сижу я здесь одна. Сначала я подумала, что это конфеты или леденцы, а нет, это каждый кусочек сахара так вот в обертке упакован. Специально для меня решили подкинуть дров, посчитали, наверное, что мне холодно, и погромче включили музыку, стараются угодить. Интересно так, впервые вижу вот такие маленькие кусочки шашлыка. Здесь и салат, и тепло, пахнет дровами, и уходить неохота. Но вот что нужно человеку? Каждый день наслаждаюсь этим морем, и каждый день оно разное. Здесь и рыбаки, специально интересовалась, никаких сертификатов не нужно, чтобы здесь ловить рыбу, как в Германии. Ведь в Германии, чтобы ловить рыбу, нужно отучиться, получить сертификат и еще оплачивать то место, где ты будешь ловить рыбу. Вероника пригласила меня в турецкое заведение в торговом центре Сити, Нова, да? Да, вот Нова Сити. Мы взяли вторые блюда и, представляете, нам дали суп в подарок. Такой овощной суп. Вероника, как тебе суп? Вкусный? Вкусный, да? Да. Он овощной, там что, состав какой был? Написано было, что он овощной, с баклажан. Ну, вот я вижу морковка, зелень. Суп-пюре из овощей. Баклажаны, морковка, картошка, наверное, да, что-то там, и специи. Да. Принесли второе блюдо. Очень такая тарелка большая, внушительная. Не знаю, доедим ли. У меня вот такие котлетки, кёфте называется по-турецки. И вот такой салат. Это курица, да, у тебя? Куриное мясо. Веронь, ты часто сюда приходишь? Бывало несколько раз, да. Бывало. Захожу, вот, выбираю
Либо это кафе, потому что оно турецкое, либо вот рядышком, которое... А мне понравилось, что официанты доброжелательные такие, да? Кстати, Вероника не замужем. Рассматриваем для серьезных отношений, да, женихов. Да. Пишите в комментариях. Идем в мечеть совершить намаз. Да примет Аллах твои молитвы. Аминь. И твои. Аминь. Мы зашли в мечеть местную, в Ардемли, вот в женское отделение. Здесь сделали намаз. Решили подняться наверх и показать вам основной зал, всю красоту мечети. В исламе коллективный намаз приветствуется, то есть лучше делать намаз с кем-то, чем одному. Но для женщин самое лучшее место для молитвы – это дом. Этому есть свое объяснение. Если женщина придет в мечеть, и еще если тем более на джума намаз в пятницу, где собирается много мужчин, то это уже противоречит исламу. Вот такой вечерний Эрдемли. А это мечеть, в которой мы совершили намаз. И похожа она на голубую мечеть или на мечеть Айя София в Стамбуле.